Всем привет! Я подготовил для вас серию выпусков, в которых я поделюсь рецептами блюд диетического стола номер 5. Я разработал комплексное меню на 7 дней, поскольку в приготовленных блюдах до 10 порций при желании меню можно растянуть на целый месяц. При этом питание ваше будет разнообразным и сбалансированным. Стол номер 5 – это специальная диета, разработанная доктором Мануилом Исааковичем Пезнером для лечения и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта. Стол номер 5 – это диетическое питание, которое заключается в снижении нагрузки на печень, поджелудочную железу, желчный пузырь и желчевыводящие пути, и создание для них щадящего режима функционирования путем уменьшения потребления жиров, кислот, соли и исключения из рациона определенного перечня продуктов. Употреблять пищу рекомендовано 5-6 раз в день, небольшими порциями, соблюдая при этом одинаковые временные промежутки. Вечерний прием пищи должен осуществляться за 3 часа до сна. Рекомендуемый объем выпиваемой жидкости составляет 1,5-2 литра в сутки. Готовят пищу на пару, тушат, варят или запекают. Категорически противопоказана жареная, копченая, острая и консервированная пища. Рекомендованы блюда из измельченных продуктов – пюре, суфле, муссы. Пища не должна быть очень холодной или очень горячей. Продукты должны быть свежими и натуральными, без искусственных добавок. Лечебный стол номер 5 делится на разные виды. 5А, 5Б, 5П. И сразу хочу обратить ваше внимание на то, что при остром течении заболеваний диета строго ограничена буквально несколькими продуктами, и перед их употреблением предшествует период голодания. Но при наступлении ремиссии допускаются некоторые послабления в диете, и список разрешенных продуктов расширяется. В любом случае, при добавлении в рацион нового продукта рекомендую вам делать это постепенно и чувствовать, как ваш организм на него реагирует. Далее я расскажу о перечне разрешенных и запрещенных продуктов. Мучные изделия и выпечка. Разрешено подсушенный вчерашний хлеб, галетная выпечка, овсяное печенье, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Запрещено свежий хлеб, черный хлеб, сдобная и свежая выпечка, слоеное тесто, блинчики, оладьи и пирожки. Мясо и птица. Разрешены нежирные виды мяса. Телятина, говядина, кролик, филе индейки, курица без кожи. Запрещены жирные виды мяса: свинина, баранина, утка, сало, колбасные изделия, консервы. Рыба и морепродукты. Разрешена рыба нежирных сортов: судак, окунь, кефаль, треска, пикша, минтай. Креветки и кальмары. Запрещена рыба жирных сортов: карп, сом, форель, семга, скумбрия, мойва. Копченая, соленая, вяленая рыба и консервы. Крупы. Разрешены каши на воде из гречневой, овсяной, манной крупы и риса. Возможно добавление немного обезжиренного молока. Запрещены бобовые: горох, фасоль, нут, чечевица, перловка, пшено, кукурузная крупа. Разрешено употреблять супы из разрешенных продуктов, сваренные на овощном бульоне без зажарки. Разрешены супы-пюре. Запрещены супы на мясных и рыбных бульонах и томатной основе. Окрошка, щи, борщ с капустой, гороховый суп. Яйца. Разрешено омлет из белков, не более 2 штук в день. 1/2 желтка в день в блюдах. Яйца всмятку, перепелиные яйца, не более 2 штук в день. Запрещены яйца жареные и сваренные вкрутую. Молочные продукты. Разрешено нежирное молоко не более 100 грамм в день. Обезжиренный творог, нежирные сыры. Йогурт, мацони, кефир. Запрещено жирный и кислый творог, жирные и острые сыры, мороженое, сливки, сметана. Овощи. Разрешены морковь, цветная капуста, брокколи, свекла, кабачки, картофель, тыква, вареные, печеные, тушеные или приготовленные на пару, в том числе бульоны из них. Запрещены сырые овощи, белокочанная капуста в любом виде, соленые и квашеные овощи, сырой лук, чеснок, редис, щавель, грибы, шпинат, баклажаны. Фрукты. Разрешены сладкие яблоки, бананы, персики, не более 1 штуки в день. Дыни, арбузы, некислые ягоды, малина, клубника, черника, крыжовник, ежевика. Сухофрукты. Чернослив, курага, финики, изюм. Запрещены все виды орехов. Семечки подсолнечника.
кислые фрукты и ягоды, все цитрусовые, груши, манго, виноград. Сладости. Разрешены варенье, джемы и мармелад на крахмале. Мед, фруктоза. Запрещены кондитерские изделия, содержащие в составе маргарин и масло. Шоколад, какао, сахар ограничен до минимума. Напитки. Разрешено некрепкий зеленый чай, фруктовые соки, разведенные напополам с водой, некислые компоты, кисели из сухофруктов и ягод. Запрещено употреблять алкоголь, кофе, какао, крепкий чай, газированные напитки, холодные напитки со льдом. Приправы и соусы. Можно употреблять соусы из разрешенных овощей и фруктов, нежирные кисломолочные соусы. Немного зелени в блюдах. Петрушка, укроп, кинза. Запрещены все приправы и специи. Горчица, майонез, хрен, кетчуп, уксус, перец, аджика, любые пряные добавки. Соль ограничена до минимума. Для большей информативности я подготовил для вас таблицу. Сохраните ее и держите под рукой, она будет полезна, когда вы будете выбирать продукты в магазине или на рынке. Указанный перечень продуктов не является исчерпывающим, поэтому при возникновении вопросов об использовании того или иного продукта необходимо руководствоваться общими принципами диеты стола номер 5, особенностями вашего организма и его реакции на конкретный продукт. В представленном мной комплексном меню предусмотрено 5 приемов пищи в день. На завтрак каши, творожные запеканки и пудинги, блюда из овсяных хлопьев, омлеты. В качестве перекуса легкие закуски, мясные и рыбные, салаты, рулеты. Обед состоит из 2 блюд. На первое блюдо супы на овощных бульонах с рыбой, мясом или фрикадельками, овощные супы-пюре. На второе – отварные, запеченные, паровые блюда из мяса и рыбы с различными гарнирами. В качестве полдника фруктовые и овощные закуски, разрешенные сладости. На ужин блюда из мяса, рыбы и морепродуктов. Плов, запеканка, заливное, фаршированные каннелони и даже диетические пельмени. В качестве легкого приема пищи можно выпить стакан кефира или киселя, или перекусить печеньем, бутербродом или любой легкой закуской. Поскольку соль противопоказана, я исключил ее полностью. Конечно, не все смогут есть абсолютно пресные блюда, поэтому допускается небольшое потребление соли, однако свести ее содержание в рационе необходимо до минимума. Резюмируя изложенное, добавлю, что диета не является самостоятельным лечением и применяется в комплексе с курсом препаратов, назначенных врачом. Однако соблюдение диеты является неотъемлемой частью комплексной терапии, без которой выздоровление будет невозможно. Я же, в свою очередь, желаю вам крепкого здоровья и благодарю вас за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте свои пожелания в комментариях и подписывайтесь на канал.